Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дима, и вы на канале Погорелов Онлайн. Это мой влог о путешествиях, о переезде в Армению, и кто его знает, куда еще меня занесет. Изначально для переезда была выбрана Грузия, но по прилету в эту страну меня не впустили в нее, развернули прямо на паспортном контроле. С тех пор планы по переезду поменялись, и новым местом для переезда стала Армения, а точнее город Ереван. Начну с того, что отправной точкой для меня был город Краснодар, ведь я именно оттуда, поэтому там и начинается мой путь. По некоторым личным обстоятельствам мне было необходимо попасть сначала в Беларусь. И так как аэропорт в Краснодаре закрыт, то я купил билеты на поезд Краснодар-Минск и через двое суток оказался в Беларуси. В Минске я был впервые, поэтому этот город меня удивил своими просторами, чистотой и инфраструктурой. Итак, я заселился в гостиницу, и у меня были еще сутки до вылета в Тбилиси. Этого времени было достаточно для того, чтобы посмотреть город. И вот пришло время вылета. Я зарегистрировался на рейс, сдал багаж, прошел успешно паспортный контроль и ожидал посадки на самолет. Немного потолкавшись в очереди в самолете, мы нашли свои места и пристегнулись. Этот перелет длился 3 часа 40 минут, и под утро мы приземлились в Тбилиси. Далее нас ожидала большая очередь на паспортном контроле, которая примерно задержала нас на час. Ко мне подошел сотрудник пограничной службы, даже не подпустив меня к окну паспортного контроля. Увидел, что у меня российский паспорт, спросил, каким рейсом я прилетел, и подозвал другого своего коллегу, который уже был без формы. Подобную процедуру проводят со всеми, кто кажется им подозрительным по каким-то их внутренним признакам. Поэтому я довольно сильно стрессанул, и ведь я работаю онлайн, по сути айтишником, и даже был с ноутбуком, с рюкзаком, поэтому не понял столь пристального внимания к своей персоне. Он достал телефон, открыл WhatsApp, там было написано что-то на грузинском, и начал задавать вопросы и записывать ответы, наверное. Вначале были такие простые вопросы, типа, как ты сюда приехал, зачем, какой целью, сколько планируешь находиться в Грузии, где ты работаешь и так далее. Потом он спросил, а когда ты последний раз был в Абхазии? Я сразу же ответил, что был последний раз 10 лет назад и отдыхал с женой на море там. На этом вопросы закончились, и мы пришли в комнату, в которой мне уже выписывали депортационный лист. О том, что я был в Абхазии, нет нигде, отметок в паспорте никаких нет. Если подловят на этом вопросе и ответ будет утвердительный, то этого будет достаточно, чтобы депортировать. Дело в том, что Грузия считает Абхазию своей территорией, поэтому каждый, кто пересекает границу с Абхазией не со стороны Грузии, не с разрешенных ими мест, считается нарушителем закона. И раньше за это грозила даже уголовная ответственность. Сейчас в худшем случае это штраф и депортация. Штраф мне не выписали и депортировали, спасибо и на этом. Хотя надо понимать, что билеты тоже стоили недешево. Один билет из Минска в Тбилиси стоил 40 тысяч рублей, которые, конечно же, никто не вернет. Но назад в Минск меня отправили бесплатно, спасибо и на этом. А теперь, значит, как выглядит депортация? После того, как выдают депортационный лист, сотрудник погранслужбы проводит прямо в самолет. Причем меня провели в самолет в тот же самый, который прилетел из Минска в Тбилиси. Этим же рейсом меня отправили и назад. Соответственно, паспорта также никто не выдает, паспорта передаются стюардессе, а стюардесса уже передает паспорта пограничной службы страны, которую депортируют. По прилету в Минск меня отдельно встретил сотрудник погранслужбы в Минске и проводил в зону ожидания для всех остальных подозрительных лиц, где были люди самых разных национальностей, которые, судя по всему, ждали уже несколько часов, потому что одна женщина, которая говорила по-русски, уже начала ругаться с пограничниками по поводу длительного ожидания. Я недолго прождал, подошел сотрудник и задал вопросы, по какой причине нас депортировали. Я сказал только слово «Абхазия», на что он мне ответил, что дальше можете не продолжать, все понятно. Я отдал нам паспорта и проводил, пожелал удачи. Так что из этого можно сделать вывод, что довольно много людей депортируют по этой причине. И, конечно, я был морально подавлен, и нужно было что-то решать. Потому что я готовился много месяцев к этому переезду и много изучал информации про Грузию. И, конечно же, я знал про конфликт с Абхазией, но я был уверен, что проеду, потому что у меня не было отметок в паспортах о том, что я был в Абхазии когда-то. Но я человек честный, поэтому, когда меня спросили, я на автомате ответил, что да, я там был. И в такой ситуации я просто был не готов к этому вопросу. В общем, я снял гостиницу и какое-то время пожил в Минске. Нужно было дать себе время, чтобы принять дальнейшие правильные решения. Обсудил эту тему с родителями, и отец мне порекомендовал рассмотреть Армению для переезда. На тот момент об Армении я ничего не знал и начал тщательно искать информацию об этой стране. Первое, что я узнал, это то, что армяне очень дружелюбно относятся к русским, и между этими странами установлена прочная связь. Например, из Москвы в Ереван ежедневно вылетает более 20 рейсов. Конечно, присутствуют и политические
психологический момент. Кому-то нравится, а кому-то не нравится политика России, но армяне четко разделяют людей и власть. Конечно, агрессивных людей не любят нигде, поэтому нужно всегда уважать местные традиции и людей и быть достойным человеком в любой стране. В общем, изучив информацию про Ереван, я выяснил, что здесь более 320 солнечных дней в году, что Ереван находится на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря. Здесь чистейшая питьевая горная вода, которая течет прямо из-под крана у каждого жителя. Гостеприимные и добрые люди. А город Ереван на самом деле имеет очень развитую инфраструктуру и много интересных магазинов, в том числе и мировых брендов, которых, например, уже нет в России. Здесь нет никаких блокировок социальных сетей, и люди открыто выражают свое мнение. В Ереване хорошо развит общественный транспорт, есть метро и комфортабельные новые автобусы, в которых проезд стоит всего 100 драм. Здесь огромное количество интересных и в том числе древних достопримечательностей. И что немаловажно для российского туриста, здесь мы можем оплачивать покупки картой МИР. И да, хотел подчеркнуть один важный момент. Сейчас очень популярный вопрос в интернете, как относится к русским в Армении. Так вот, этот вопрос можно даже не задавать и смело приезжать, потому что такого теплого отношения к русским, как в Армении, нет даже в самой России. К сожалению, иногда политика разделяет людей, но я искренне желаю Армении выстоять все невзгоды. Это видео я записываю уже когда пожил здесь пару месяцев, и значит это не просто слова, а действительно мой пережитый опыт. Я не могу сказать, что я здесь навсегда, но определенно эта страна заслуживает большого уважения. Я постараюсь раскрыть для вас эту страну через свои видео. Например, я планирую снять видеообзоры на некоторые районы Еревана, а может быть даже на все, чтобы вам было проще ориентироваться в городе. На данный момент у меня на канале уже есть полезные видео, например, такие как пользоваться общественным транспортом, как получить в Армении социальную карту, как получить банковскую карту в Армении, и также видеообзоры на некоторые достопримечательности. В скором времени я планирую снять видеоролик также и об аренде недвижимости в Ереване. Думаю, эта информация будет многим полезна. Но я немного отошел от темы. Я купил билет на Ереван и еще жил в Минске 10 дней. За это время погулял по Минску, посмотрел подробнее город, снова собрал чемоданы и отправился в путь. По прилету в Ереван уже не было никакого нервного напряжения, в отличие от того, как это было в Тбилиси. Стоек с паспортным контролем было очень много, очереди практически не было. Никто не задавал никаких вопросов, поставили штамп в паспорт и добро пожаловать. По прилету в Армению очень легко сориентироваться и воспользоваться всеми привычными услугами. Например, нужно начать с того, что когда вы прилетаете, возможно, вам требуется интернет, чтобы написать своим родственникам. Для этого вы можете подключиться к бесплатному Wi-Fi от аэропорта Звартноц, после чего можно получить багаж и оформить сим-карту. Я лично оформлял у оператора Ucom, говорят, что у них быстрый интернет. После этого, возможно, вам понадобится вызвать такси, и тогда вы можете воспользоваться либо услугами людей, которые стоят на улице и предлагают такси, либо открыть привычное приложение Яндекс.Такси, которое сейчас называется Яндекс.Гоу, и вызвать себе подходящую машину. Важный момент для тех, кто переживает, как оплачивать эти поездки в такси. Если к вашему Яндексу привязана российская карта МИР, то никаких проблем при оплате не будет. Скажу, что Яндексом доехать до места дешевле, чем таксистами, которые стоят на входе. Почти все можно оплатить в Ереване картой МИР, поэтому вопрос обмена наличных особо не стоит. Но если вам очень надо, то обменников полно и в аэропорту. А в самом городе их гораздо больше, чем мы привыкли видеть. Если вы ищете выгодный курс, то скорее всего он будет точно в супермаркете САС. Обычно в этих супермаркетах всегда есть обменники. У них есть сайт, вы можете посмотреть текущий курс к любой валюте. Также обратите внимание, что при заказе такси вы можете выбрать такой вид транспорта, как микроавтобус. Это может быть очень удобно, если у вас большой багаж или просто у вас несколько чемоданов. Жилье можно забронировать на букинге, а если вам нужна длительная аренда, то ищите жилье на list.am. Это самый популярный сервис в Армении, но если вы там не найдете, то обратитесь к риэлторам. И у меня, кстати говоря, есть контакты, кого я могу вам порекомендовать, оставлю в описании. Риэлторам принято платить тому, кто жилье снимает, поэтому придется оплатить примерно 40% от первоначальной оплаты за первый месяц. Осенью 2022 года много россиян уехало в Армению, поэтому жилье очень сильно подорожало. Так что $1500 в месяц в центре – это сейчас считается норма. Конечно, у каждого свои вкусы и толщина кошелька, но, на мой взгляд, можно посмотреть жилье в некоторых других районах, где подешевле. Думаю,
думаю, что более подробное видео про районы лучше записать отдельно. Но если коротко, порекомендую рассмотреть такие районы, как Араб-Кир, Рибуни, Шенгавит, Норнорг и Малатия-Себастья, которые здесь называют Бангладеш. А еще посмотрите Ачапняк. Подчеркну, что это рекомендации лишь для тех, кто хочет сэкономить на аренде жилья. И я возвращаюсь к своей истории про переезд. Когда я прилетел, прошел паспортный контроль, оформил сим-карту и вызвал такси, мне сразу же попался дружелюбный дядька-таксист, с которым мы хорошо поговорили. Я поехал в жилье, которое ранее забронировал через Booking. Там меня встретила женщина-хозяйка, которая, несмотря на то, что было раннее утро, встретила, чтобы заселить и объяснить порядок проживания. И как я понял, что здесь не принято просто встретить гостя, взять у него деньги и уйти, здесь люди стараются быть более дружелюбными и общительными. Поэтому вместо того, чтобы просто отдать деньги и заселиться, мы пили кофе и еще примерно час общались. Поэтому складывается впечатление, что каждый, с кем ты разговариваешь в Армении, становится тебе не просто мимолетным прохожим, а другом, которого ты знаешь уже много лет. Еще очень приятная и отличительная черта армян – это то, что они пытаются тебе всегда помочь в любой ситуации. Например, мне особо помощь не нужна была, но каждый из тех, с кем я сталкивался, старался вспомнить полезные контакты, чтобы мне помочь, например, снять жилье на долгосрок, найти жилье посуточно и так далее. То есть они думают, с чем ты можешь столкнуться, и пытаются вспомнить, как тебе помочь в этой ситуации. То есть когда ты здесь общаешься с людьми, ты раскрываешься, и они пытаются помочь тебе решить твои проблемы. Так как в России со мной такого не случалось, я относился к этому настороженно. Но пожив здесь какое-то время, я могу точно сказать, что это искренняя доброта, на которую призываю вас отвечать взаимностью. Люди в Армении с широкой душой и добрым сердцем. В итоге хочу сказать, что я остался очень доволен тем, что так сложилось, что я переехал именно в Армению. Поэтому выражаю армянам огромную благодарность за такое гостеприимство. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и ожидайте новых видео из Армении.